Витаю! В этом видео фабрикат МКЕ мы посчитаем вот такой вот бескаркасный ангар, а точнее саму его арку из профилированного листа с использованием конечных элементов пластин. Итак, арка у нас состоит из выдавленного по траектории скетча. На дуге траектории должны быть дополнительные узлы, из которых будут сформированы ребра, ограничивающие площадку приложения нагрузки. Профиль размножается при помощи массива до желаемой длины ангара. Опора у нас шарнирная и представляет собой скетч в форме треугольника. Который был выдавлен на длину ангара. Теперь выполняем болевое слияние. И переходим в МКЕ. Ставим контейнер с расчетом. Решателем по умолчанию у нас служит Calculix. Генерируем сетку конечных элементов. Добавляем толщину пластинам. Опоры у нас нарисованы условно, и напряжение в них мы рассматривать не будем, чтобы концентрация напряжений на опорах не мешали читать результаты. Мы назначим им избыточную толщину. А всем остальным элементам это поле оставляем пустым. 1 мм. Добавим материал. Это поле оставляем пустым, что значит, что всем элементам будет назначен одинаковый материал. Добавим закрепление. Добавим собственный вес. Теперь добавим нагрузку от снега. У фрегат нет привычного представления равномерно распределенной по площади нагрузки. Есть только некая сила, которая равномерно распределяется между объектами, на которые она прикладывается. Поэтому сначала нужно вычислить значение равнодействующей равномерно распределенной нагрузки, и именно значение равнодействующей мы вводим в поле с нагрузкой.
Чтобы скорректировать направление нагрузки, добавим направляющую. Направляющей может быть любая линия, параллельная линии действия силы. Скорректируем направление. Все готово к расчету. Свойства Calculix ставим показывать результаты для стержней и пластин, как для объемных конечных элементов, чтобы на сетке результатов увидеть толщину элементов. Теперь заходим в Calculix, нажимаем «Записать файл задачи» и запускаем расчет. Вот наши результаты. Видим толщину пластин. Опора поворачивается. А сама арка изгибается, так как и положено для данной схемы. Добавим фильтр результатов. Увидим самое сжимающее напряжение. Теперь посмотрим самое растягивающее напряжение. И напряжение по мизису. Если напряжение не превышает значение расчетного сопротивления материала, то прочность достаточно. Сохраним результаты как картинку. Теперь добавим фильтр деформации. Введем перемещение по Z. Проверяем, чтобы перемещения не превышали допустимых значений. И сохраняем как картинку. Теперь проверим общую устойчивость арки. Очистим старые результаты. Заходим в Calculix. Нажимаем «Записать файл задачи». Далее «Отредактировать файл задачи». Находим строчку «Статик» и заменяем ее на «Buckle».
В следующей строке пишем количество форм потери устойчивости. Я напишу 5. Закрываем файл задачи. Не забываем сохранить изменения. И запускаем расчет. Вот наши результаты. Поскольку расчет ведется шаговым итерационным методом, первый результат – это нулевой шаг. Форма потери устойчивости – это следующие 5 результатов. Информация об устойчивости выводится в файл DAT в виде коэффициентов запаса. Если коэффициент меньше единицы, то арка неустойчива. Если коэффициент больше единицы, то арка устойчива. Как видим, все коэффициенты намного больше единицы. Арка устойчива. Сохраним содержимое файла DAT как текст. Одну из форм потери устойчивости как картинку. Теперь рассчитаем нагрузки на фундамент. Это можно сделать при помощи инструмента жесткое защемление, поскольку он выводит в файл DAT реакции опоры. Удалим старые результаты. И заменим шарнирные закрепления на жесткое защемление. Чтобы компенсировать отсутствие шарнира, наши условные опоры делаем податливыми. Уменьшим их толщину до минимальной. Теперь заходим в Calculix, нажимаем «Записать файл задачи» и запускаем расчет. Вот наши результаты. Опора сохранила способность поворачиваться. А файл DAT записались нагрузки на фундамент. Нужно отметить, что это значение равнодействующей нагрузки, поэтому, чтобы преобразовать ее в погонную, нужно это число разделить на длину фундамента. Сохраним их как текст. Аналогичным способом выполняем расчет для нагрузки от ветра. И для ветра со снегом. Вот мы получили всю необходимую информацию для конструирования ангара. Проверка прочности, проверка устойчивости, проверка прогибов и нагрузки на фундамент.
На этом все. Дякую за увагу.